Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем видео мы выполняли коррекцию на работу другого мастера, где было допущено множество ошибок. Сейчас я расскажу и покажу, как выполнять моделирование правильно, как их не допускать. Будет очень интересно, все пошагово от А до Я. Поехали! Такой у нас исходный вариант. Этим ногтям 3 недели. Выполнял их мастер в одном очень известном сетевом салоне Москвы. Видим некоторые недочеты. Это отсутствующие нижние параллели. Если перевернуть руку, то внутри большие ступеньки. Это говорит о том, что мастер неправильно устанавливал форму. Сегодня будем исправлять эти недочеты. Поехали! Будем делать перенаращивание, поэтому убираю длину. Использую для этого книпсер. При моделировании ногтей свободный край убирается полностью. Если оставить длину свободного края, это часто может стать причиной того, что форма опускается вниз. Теперь снимаем твердосплавной насадкой до тонкой-тонкой подложки, которую потом зашлифуем пилкой. Приподнимем кутикулу фрезой. Максимально глубоко и чисто маникюр не делаю, так как впоследствии у нас будет опил, и пилкой можно размахрить кутикулу. Теперь убираем свободный край. Нахожу точку вроста, которая располагается ниже, и начинаю опил с нее. Опиливайте симметрично свободный край, так вам будет проще подставить форму. И матируем ногтевую пластину, всю ее поверхность длинными движениями в одну сторону. Используйте пилку 180 или 240 грит. Важно, чтобы вся ногтевая пластина была заматирована и не оставалось глянцевых участков. Они могут повлиять на отслоение материала. На большом очень сильный пропил, поэтому не стараюсь пилкой полностью его убрать, чтобы не истончить ногтевую пластину. После шлифования ногтя срезаем кутикулу. Кутикулу вы можете срезать как сейчас, так и после финального опила. Если будете выполнять наращивание впервые, то лучше этот этап оставить на потом. После маникюра обезжириваем ногтевую пластину специальным средством. Убираем пыль из-под кутикулы, из-под боковых пазух, чтобы не было отслоек. Для улучшения сцепки будем использовать специальное средство, которое называется праймер. Он действует по принципу двустороннего скотча, улучшая сцепку между ногтем и искусственным покрытием. Праймер важно носить всегда в небольшом количестве. Отжимаю кисточку во флаконе и наношу на всю ногтевую пластину, избегая попадания на кожу. Далее необходимо дать праймеру немного испариться. Излишки праймера также могут приводить к отслойкам. В качестве базы буду использовать Foundation от Gelish. Наносим базу тонким слоем, без какого-либо выравнивания. Опустите пальчик вниз, для того, чтобы не было затеков под кутикулу. Базу можно нанести сразу на 4 или 5 ногтей, при условии, что она у вас не затекает. Если есть затеки, то наносите по одному ногтю. Отправляем в лампу на просушку. Просушиваем столько, сколько рекомендует производитель, указав время на флаконе. В моем случае 30 секунд. Для моделирования будем использовать бумажные формы. Они могут быть также пластиковые или металлизированные. Здесь смотрите, как вам удобнее работать. Отрываем одну формочку. Берем ножницы, не для кутикулы, а именно для подрезания форм. Они с более толстыми лезвиями. И вот так аккуратненько стараемся вырвать серединку. Поскольку сейчас форма у нас на
подложки на бумажке, она не будет прилипать к нашим перчаткам. И первый этап, который мы делаем, скручиваем форму для того, чтобы она повторяла изгиб ногтя. И в таком скрученном состоянии будем подносить к ноготку клиента. Будем выполнять форму салонный квадрат, поэтому форма у нас будет ставиться ровно. Сейчас при постановке вижу совсем небольшой зазор от точки вроста до формы длиной в 1 мм. Для того, чтобы убрать этот зазор, мне нужно вырезать форму вглубь на такое же расстояние. Если оставить зазоры по боковым сторонам, впоследствии это может привести к сломам. Снова представляем форму. Видим, что сейчас она хорошо совпадает с линией натурального ногтя. Важно соединить центральную ось на форме с центральной осью пальца, которая проходит через 3 фаланги. Теперь ножницами отмечаем места точек вроста. Это места, где ноготь врастает в кожу, откуда начинается рост свободного края. Из этих точек будем вырезать с вами насечки и ушки, которые помогут форме хорошо обжаться под пальцем. И ноготь получится с небольшой аркой, а не плоский, потому что плоские ногти чаще всего ломаются. Делаем небольшой вырез по диагонали и небольшое ушко. Сейчас видим, что форма идеально совпадает по точкам вроста, валики не мешают форме обжаться, она становится узко по ширине ногтя. Если бы мы не вырезали ушки под валики, форма бы не обжалась, была вот такой широкой, ноготь получился бы плоским. Рекомендую вам сразу подобрать формочки на все ногти для того, чтобы сэкономить время и для того, чтобы формы не падали с пальцев клиента. Все те же самые манипуляции. Вырезаем, вырываем серединочку, в скрученном состоянии подносим к ногтевой пластине, центруем ось. Если видим зазор, немножко вырезаем. И отмечаем насечки. Наверняка многие спросят, можно ли работать без вырезания форм, без вырезания ушек. В таком случае форма не обожмется, и ногти будут такими, какие вы видели до этого у моей модели. Плоские, с отсутствующими нижними параллелями. Подобрали все 5 форм, откладываем их в сторону. В работе будем использовать полигель Control Gel от IBD. Этот полигель имеет мелкую фракцию акриловой крошки. Таким материалом будет удобно работать новичкам, потому что он не растекается. А также нам понадобится жидкость для разравнивания материала. Наливаем небольшое количество жидкости в стаканчик. Вместо жидкости можно использовать обезжириватель или спирт, но по моей практике специальная жидкость разравнивает материал намного лучше. Для работы с полигелем нужна кисть. Лучше использовать для акриломоделирования. Размер 4, 6 или 8. Подготавливаем кисточку к моделированию, полностью купаем ее в жидкости. Осушаем об бортик и о салфеточку. Теперь наша кисть готова к моделированию. Приступаем к установке форм. Снимаем ее с подложки, держим за самый край, для того, чтобы она не прилипала к перчаткам. И теперь склеиваем. На данном этапе важно четко склеить форму. Устанавливаем под ноготок. Важно, чтобы форма не опустилась под гипонихией. В таком случае материал будет затекать между ногтем и формой, а впоследствии получится ступенечка. Сейчас мы видим, что форма стоит достаточно широко, шире, чем ногтевая пластина. Поэтому очень важный этап – это обжатие формы. Так она должна выглядеть, как трубочка, если мы моделируем форму квадрат. Здесь немножко ушко не вошло, срежу прямо на модели. При такой плотной постановке формы никакой материал у нас не затечет никуда под ноготь, ни по боковым сторонам, и моделирование получится максимально аккуратным. Отверните руку клиента от себя для того, чтобы посмотреть симметричность. Если мы ставим форму на салонный миндаль, то форма у нас идет ровно. Расстояние между задними и верхними ушками 1 см. Это говорит о том, что форма не упала вниз и невысоко стоит вверх. Открываем баночку с акригелем, срезаем небольшой размер шарика, кладем на центральную часть ногтя.
Первым этапом будем делать подложку, вытягивая длину. Смачиваю кисточку в жидкости, осушаю обязательно о салфетку. Посмотрите, кисточка слегка влажная, не должно быть много жидкости. В свою очередь она провоцирует отслойки. Теперь под углом 45 градусов начинаем придавливать материал в верхней его части, раскладывая на боковые стороны. Я именно придавливаю материал, не просто шлепаю кистью, а придавливаю. Таким образом он лучше распределяется. Раскладываю на боковые стороны. Если видите, что кисточка залипает, окуните ее в стаканчик на 2 мм, для того, чтобы набрать совсем немного жидкости. Подложка у нас тончайшая и полупрозрачная. На этом этапе не нужно делать большой объем. Обязательно кладите палец на бок для того, чтобы сформировать нижние параллели. Когда раскладываем материал, работаем пузиком кисти. Благодаря ему поверхность становится равномерной. Кончиком подсобираем длину. И важный момент перед постановкой в лампу посмотреть на торец, на равномерность выкладки материала, а также на наличие арки. Если видите, что ногтевая пластина получилась не арочная, а плоская, скорее всего, вы плохо обжали форму под пальцем. Когда все мы выложили правильно и хорошо, отправляем в лампу на просушку. Время просушки будет зависеть от вашего акригеля. После просушки материала можно снимать форму. Важно сначала хорошо отделить материал от формы, прожимая по бокам. Затем сжимаем формочку, отклеиваем верхние ушки и снимаем всегда вниз, чтобы не сломать тонкую подложку. Посмотрите на арку, она уже сейчас у нас достаточно большая. При такой арке ногти будут устойчивые к сломам и носибельные. Приступаем к следующему ногтю, все то же самое. Поскольку акригель не растекается, вы можете подставить несколько форм и сразу выкладывать несколько подложек. Склеиваем форму. Важный момент, не старайтесь сильно запихнуть форму под ноготь. Делаем как будто вы по воздуху. Провели вдоль пальца, приклеили задние ушки. Кладем пальчик на бок, склеиваем нижние и обязательный этап хорошо обжимаем форму. Для того, чтобы учиться работать с акригелем, не обязательно сразу брать модель. Вы можете использовать типсы на палочке, которые мы используем для выкраски палитры, и раскладывать акригель на них. Вы поймете нажим кисти, ее рабочие зоны, поймете, как работать с материалом. И потом, когда к вам придет модель, или вы будете наращивать ногти сами себе, у вас не возникнет никаких трудностей. Считаю, что полигель – это просто идеальный материал для новичков. Им вам будет проще всего работать на начальном этапе. Сравнивайте длину от кутикулы до свободного края с другим ногтем, чтобы впоследствии много не опиливать. Если вам так не очень хорошо видно, вы можете использовать циркуль или измеритель для уточнения длины. Средний ноготь обычно более широкий, поэтому можно удлинить свободный край на 0,5–1 мм. Старайтесь долго не раскладывать акригель, потому что он разжижается от жидкости, нагревается от тепла пальчиков модели и может начать растекаться. Быстро поправьте поверхность и ставьте в лампу на просушку. Аккуратно отделяем форму и снимаем ее. Таким образом наши подложки готовы. Быстро установим формы на 2 других ногтя и донарастим их. От правильной постановки формы зависит 80% успеха. То, как ногти будут выглядеть. Будут они прочными и носибельными. Не спорю, сначала вам будет трудно подставлять формы, но когда вы поймете, как их правильно вырезать, это не составит никакого труда. Рекомендую больше тренироваться. Вам для этого опять-таки не обязательно выполнять моделирование. Вы можете взять ребенка, супруга, знакомого и просто вырезать шаблоны для тренировки.
Просушили, снимаем формы и сейчас будем приступать к выкладке основного объема. Сейчас у нас тонкие подложки. Посмотрим на арки. Для основного объема уже будем брать большее количество материала. Приблизительно шарик размером с зеленый горошек. В этот раз ставим шарик чуть ближе к кутикуле, к наивысшей точке. Под углом 45 градусов распределяем шарик к кутикуле. Сначала работаем только с этой зоной. Важно очень хорошо носиком кисти прижать материал по периметру, используя совсем незначительное количество жидкости. Если материал будет прижат неплотно, со ступенькой, это приведет к отслойкам. После этого оставляем шарик на наивысшей точке для укрепления стрессовой зоны и объем стягиваем пузиком на себя, сводя его на нет. Не забывайте про боковые стороны, там также должен находиться материал. Если боковые стенки будут чересчур тонкими, велика вероятность сломов. Обязательно смотрите в торец ногтя на равномерность выкладки. Если видите где-то бугорки на поверхности, проще их прижать сейчас, исправить, чем потом долго опиливать. Моделирующий слой рекомендую больше просушить в лампе. В моем случае 1 минуту. Выкладку вы можете производить сразу по несколько ногтей, потому что данный материал не растекается, при условии, если вы не берете много жидкости. После того, как сделали выкладку сразу на 3 ногтях, отправляем в лампу на полимеризацию на 1,5 минуты. По завершению работы очистите кисточку и скрутите ее в острую иголочку, после чего закройте крышкой. В таком состоянии она будет храниться. При правильном хранении кисточка прослужит вам не 1 год. Снимаем липкий слой. Как правило, акригели имеют совсем небольшую остаточную липкость. Но тем не менее лучше обезжирить, даже если кажется, что липкости нету, потому что она будет забивать пилку. Сначала подравниваем длину, затем прикладываем пилку всей плоскостью от точки вроста и оформляем боковые стенки. Затем важно положить палец на бок и опилить ровную линию из точки вроста до свободного края. Опиливаем зону у кутикулы. Ставим пилку под углом 45 градусов и совершаем очень аккуратные движения, чтобы не поранить кутикулу. Затем опиливаем верхнюю продольную линию, кладем пилку лежа на поверхность, делаем движение в обе стороны, чтобы линия стала ровной. После чего собираем арку ногтя длинными движениями. Всегда при опиле мы делаем только длинные движения. Для того, чтобы посмотреть симметричность свободного края, отверните руку модели от себя и в таком положении поправьте тот уголок, который находится выше. После того, как выполнили опил, забавим поверхность ногтя для того, чтобы убрать черточки от пилки. Сначала жесткой стороной, затем мягкой стороной бафа. Если вы правильно поставили формы, сделали выкладку материала, то торцы должны получиться тонкими, и вам не придется дополнительно выпиливать арку изнутри. На этом этапе можно доработать наш несовершенный маникюр. Наношу дегидратирующий тоник для увлажнения кожи. И по влажной коже зашлифуем оставшиеся заусенцы на небольшой скорости той же насадкой пламя. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Обезжириваю, у меня специальная спиртовая салфетка. Очень хорошо все вычищаю под кутикулой, чтобы впоследствии не было затеков цвета.
Можно даже отправить клиента помыть руки. Это не повлияет на носибельность. Потому что есть такой миф, что после наращивания нельзя мыть руки 2 суток или еще больше. Но это вообще не вариант, чтобы клиент ходил с немытыми руками. Это неправильно. Такой миф был придуман давным-давно мастерами, подозреваю, работающими акриловой системой, где действительно полимеризация идет 24 часа после моделирования. Но при использовании современных материалов не нужно ждать 3 дня для того, чтобы материал заполимеризовался, можно мыть руки сразу. Теперь покроем ногти цветом и выполним дизайн. После опила без предварительного нанесения базы покрываем ногти гель-лаком в 2 слоя. Приглашаю вас на онлайн-вебинар, на котором расскажу, как быстро наработать клиентскую базу, выполняя моделирование ногтей без ошибок. Поговорим, как ставить формы, чтобы не было сломов, как избежать отслоек сразу после наращивания, как перестать бояться фразы «да нарасти ноготок». Сделаем разбор всех ошибок в моделировании, отвечу на ваши вопросы, присоединяйтесь, ссылка в описании. На безымянном будет дизайн. Снимаем липкость, прикрепляю наклейку для аэропуфинга, плотно ее прижимаю. На палитру выдавливаем небольшое количество специальной краски. Макаем пуфик, делаем несколько отжимающих движений, переносим краску на ноготь. Краска попадет в открытые участки, а те участки, которые закрыты данной наклейкой, останутся такими, как и цвет гель-лака. Для того, чтобы не пачкать кожу, можно предварительно нанести Skin Defender, но мы сейчас перед постановкой в лампу аккуратно уберем эту краску с кожи. Снимаем. Здесь нужно идти медленно. Наклейка является многоразовой, можно ее обратно приклеить и снять краску салфеткой смоченного обезжиривателя. Намотала салфетку на палочку и убираем излишки краски с кожи. Убрали остатки с кожи, отправляем в лампу на просушку. Теперь перекроем наши ногти топом без липкого слоя. Наш итог. На одной руке мы выполнили наращивание, на другой коррекцию. Голосуйте в комментариях, какой результат понравился больше. Но я желаю всем успехов. Пока-пока. Ну, что самое интересное, в Инстаграм люди вообще неправильно проголосовали, где наращивание, где коррекции.